Всем привет, друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я расскажу вам, что нужно сделать с клубникой весной. А это нужно сделать перед тем, как ваша клубника начала формировать завязи, они же цветоносы, чтобы она успела в начале сезона заложить большой урожай. И, конечно же, по итогу сезона вы его и получите вкусный, обильный и экологически чистый. А если у вас останутся вопросы, то обязательно спрашивайте их в комментариях под этим видео. С удовольствием прочитаю и на все отвечу. Всего для получения обильного урожая нужно сделать 3 основных шага. Да, есть еще косвенные моменты, но главное сделать те 3 вещи, о которых сейчас и пойдет речь. В первую очередь, как только придет весна, а так как мои зрители проживают в различных регионах, в некоторые регионы только сейчас она начинает приходить, ну да, а у кого-то в южных регионах уже давным-давно все цветет и пахнет, но можно и сейчас даже делать эту процедуру, о которой пойдет речь. Посмотрите, это первое, что мы будем делать. Можно делать как в начале весны, так же и до начала образования бутонов. Как мы можем увидеть сейчас по кусту, они только начинают здесь формироваться, только начинают образовываться. Еще можно сделать эту процедуру. Мы кустам никак не навредим. А сделать нужно следующее. Подходите поближе к кусту и смотрите. Я здесь уже обрезку делал, но видите, некоторые листы еще остались. Это старые прошлогодние. Во-первых, как можно увидеть, это старая болезнь прошлого года, которая поразила листы. Чаще всего она как раз таки нападает осенью по концу сезона. И эти листочки удаляются. Их можно как просто обрывать вот здесь изнутри куста аккуратно, вот, и удаляем их, выбрасывая в ведро, не оставляем здесь на грядке, так как это заболевание грибковое, чтобы оно не перекидывалось на куст. И делаем зачистку куста. Как видим, здесь у меня в принципе все уже чисто. На этом кусту тоже нет этих старых листов, потому что я все этой весной в самом начале сезона уже обработку сделал. Это вам тоже нужно сделать обязательно. Также удаляем старые листы, рыжие, коричневые, все темно-зеленые. Они этому кусту не нужны, они им помогать не будут, а только будут тянуть сок, да еще размножать заболевания. Это первый шаг, который поможет окрепнуть кусту и дать новый молодой прирост. Второй шаг, что нужно сделать клубникой, чтобы получать хороший урожай. Это, конечно же, нужна подкормка. Весной, как только вот начнут зеленеть листочки, опять же, до бутонизации, до образования цветов, до самого цветения, нужно произвести первую подкормку. В ее основе должен быть азот. Если сделать только азотную подкормку, это тоже будет хорошо. В начале сезона это то, что нужно. Также можно делать комплексным удобрением. Сейчас я вам обо всех поподробнее расскажу. Ну, в первую очередь, чем можно подкармливать? Давайте из азотных удобрений. Я бы посоветовал подкармливать, конечно же, органикой. Органика у нас это куряк, либо же коровяк. Как его готовить? Есть видео здесь у меня в правом верхнем углу в подсказках, я его добавлю, посмотрите. Приготавливаете его и уже разбавленным по пол-литра, 1 литр под куст готового удобрения вы выливаете. Либо делаете просто полив вашей грядки. Если у вас нет возможности приготовить азотное удобрение органическое, то можно использовать и минеральное удобрение, только сильно не увлекайтесь, потому что, во-первых, они закисляют почву, и если их использовать в больших количествах, то это приводит к повышенному накоплению нитратов в плодах, а это уже очень вредно для вашего здоровья. Но можно использовать такое удобрение азотное, как карбамид. Разводится оно следующим образом. 1 столовая ложка карбамида на 10 литров воды. И осуществляйте полив вашей грядки, как обычный полив. Только главное, чтобы почва была влажной. Это касается, как видим здесь, вот темная влажная почва. Это касается не только подкормок минеральными удобрениями, но также и органикой. Таким образом, азот корешками будет легко усваиваться, не будет никаких ожогов и не будет никаких проблем. И также подкармливать растения обязательно нужно либо в облачную погоду, либо рано утром или уже вечером. Но вообще желательно вечером, чтобы если вы будете наносить подкормку и она попадет на листы, чтобы потом солнцем не поделать ожоги на клубнике и тем самым не нанести вред. И все, следующая подкормка уже будет аж после цветения. И если будете подписаны на мой канал, то, конечно же, не пропустите ее, я во всем вам расскажу. Я же буду подкармливать сейчас следующим образом. А именно буду использовать комплексное удобрение на основе гуминовых кислот, у которого еще есть плюсом макро- и микроэлементы, которые необходимы для хорошего развития клубники. Развожу я следующим образом. В моем случае это 30 мл на 10 литров воды. При помощи 20-кубового шприца, им лучше всего он большой, отмеряю из бутылки и развожу в воде. Затем это все выливаю в рейку и осуществляю как обычный полив. Как я и сказал, лучше всего это делать в облачную погоду, как это сейчас видно, что уже облачно, либо в вечерние часы. Ну и последнее, что, конечно же, следует сделать, это мульчирование. Мульчировать можно следующим.
это соломой. Она лучше всего подходит, так как в ней нет никаких семян и нет никаких сорняков. Также можно использовать сено. Но вот в сене уже как раз таки и есть различные семена, которые потом смогут здесь у вас на грядке и попрорастать. Также можно использовать свежескошенные сорняки, любую траву, которая еще не начала закладывать семена. Таким образом, вы ее скашиваете, выкладываете на солнце, пару дней она у вас просыхает, и потом мульчируйте грядки. Опилками, опадом листьев и прочим, что еще можно придумать, ни в коем случае нельзя мульчировать. Опилки очень сильно уплотняются и долго перегнивают, выводя тем самым азот из вашей почвы. Опад листьев несет в себе очень много различных грибковых заболеваний, и поэтому вы просто будете их размножать у себя на грядке. Так что я думаю, это вы уяснили. И мульчировать можно хоть до внесения подкормки, так же и после. И что самое главное, когда начнут кусты развиваться, выпускать свои кисти с клубникой, клубника будет ложиться на сухую солому, не будет гнить, никто ее не будет кушать, она будет чистая, можно будет просто подходить ее с куста, срывать и кушать. Но вообще желательно, конечно же, в любом случае мыть. Так что, друзья, вот мои 3 секрета, которыми я пользуюсь и получаю огромнейший урожай. Потому что если всего этого не придерживаться, будет урожай скудноватый. Да еще если не использовать подкормки и мульчирование, тот даже урожай, который заложился, он будет высыхать и опадать. Так что если информация с данного видео была для вас полезна, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться этим видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!